Я узнала, что он уйдет за 3 недели до того, как он закрыл чемодан. Не из разговоров и не из переписки. Он сам все рассказал, когда храпел рядом. Достаточно было научиться слушать тишину между его вдохами. А еще проверять закладки в браузере на его планшете. Билеты в Дубай на двоих. Отель с пометкой «Love Suite». И одно СМС, которое он стер, но забыл, что я вижу уведомление на общих часах. Он думал, что охотится. На самом деле все это время приманкой был он. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Предрассветные сумерки заливали комнату густой синью. Узкий луч от уличного фонаря, пробившись сквозь щель в шторах, упал на лицо спящей женщины. Она не видела, как муж, крадучись, приподнял край тяжелого одеяла и осторожно поставил ноги на холодный пол. Замер на мгновение, вслушиваясь в ее ровное дыхание. Потом, с неожиданной для его грузной фигуры грацией, начал одеваться. Не зажигая света, на ощупь. Все необходимое. Брюки, свитер лежало на стуле с вечера. Его полные неуклюжие пальцы с трудом справлялись с пуговицами, а в висках пульсировал страх пополам с пьянящим предвкушением свободы. Только бы не проснулась. Мысленно твердил он. Она лежала лицом к его стороне кровати. Ее рука все еще покоилась на его подушке. Мужчина бросил взгляд на знакомый профиль, на седые пряди у виска, и на секунду его лицо исказила тень, похожая на жалость. Но он тут же отбросил это чувство. Сейчас не до сантиментов. Потом, когда-нибудь потом. На цыпочках он вышел в коридор, едва слышно притворив за собой дверь. Щелчок замка показался ему громом среди ясного неба. В прихожей уже стоял наготове его старый потрепанный чемодан. Даже не проверив содержимое, мужчина схватил со столика ключи от машины. Холодный металл обжег ладонь, даря прилив адреналина. Не оглядываясь, он вышел из квартиры. Где-то в глубине души шевельнулось неприятное предчувствие, но он заставил себя замолчать. «Все правильно», – прошептал он. «С ней давно все кончено. Пусть доживает одна. Я лучшего достоин». Надоело. Быт, ее глупое лицо, вечные упреки. Сама довела, запустила себя. Главное, не оборачиваться. Мужчина решительно зашагал вниз по лестнице. В квартире воцарилась тишина. Она лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Проснулась не от щелчка, от изменения его дыхания. Оно стало чужим, обманчивым. Какое-то древнее обострившееся чутье подняло ее еще во сне. Она не шелохнулась, пока он одевался, ловя каждый шорох и сдавленный вздох. Сердце не билось в панике. Оно превратилось в каменный ком в груди. Вот и настал этот день. Медленно сев, она провела рукой по его подушке, холодной и пустой, как и все последние годы. Подошла к окну, раздвинула шторы. Внизу стояла его машина. Он вышел из подъезда с чемоданом, швырнул его на заднее сиденье. Движения торопливые, ликующие. Даже не взглянул на их окно. Мотор взревел, и автомобиль растаял в утреннем сумраке. Она не плакала. Стояла, обхватив себя за плечи и смотрела на пустое место у тротуара. Сколько она ждала этого? Месяц? Год? 15 лет? Давно перестала считать дни, когда из их дома ушло тепло. Остались только привычка, долг и тихая, как выцветшие обои, жизнь. На кухне она включила яркий режущий свет и поставила чайник. Руки не дрожали, мысли были кристально чистыми. Пока вода закипала, она по привычке развела заварку по 2 чашкам, его и своей. Посмотрела на его любимую глиняную кружку, взяла ее и силой швырнула в раковину. Звон осколков разнесся по кухне. Первая живая эмоция за долгое время шевельнулась в груди. Не боль, а глухая, копившаяся годами злоба. Допив свой чай у окна, она наблюдала, как разгорается рассвет. Ее старая жизнь заканчивалась. Прошло полчаса. Она мыла свою чашку, когда на столе вспыхнул экран телефона с коротким, насмешливым сигналом. Она вытерла руки, взяла аппарат. Сообщение от него. Фотография. Яркая, цветная. Аэропорт. Его счастливое расплывшееся лицо.
Он обнимает за плечи молодую девушку с длинными темными волосами, а та надменно улыбается. И текст. «Прощай, Мымра, оставляю тебя с голой жопой». Она смотрела на экран секунду, другую, минуту. Лицо ничего не выражало, а потом уголки губ медленно поползли вверх. Не в улыбке, а в тихой леденящей ухмылке. Ухмылке презрения и осознания своей силы. Она опустила телефон, подошла к окну, утреннее солнце било в глаза. Он еще не знал, этот счастливый предатель в самолете, что 15 минут назад, пока он нес свой чемодан, она сделала один звонок. Звонок, который все перевернет. Она нашла в контактах номер Михаила Степановича, управляющего их общим бизнесом, небольшого, но прибыльного цеха. Старый друг, давно смотревший на мужа с осуждением. Трубку сняли сразу. «Алло, Марина». Голос был спокоен. Он ждал этого звонка. «Все сделано, Михаил Степанович. Он только что ушел. С чемоданом». «Ясно. Не переживай. Все документы у меня. Перевод на твое имя оформлен. Он не получит ничего. Ни цеха, ни денег. Только долги, которые успел наделать. Спасибо. Держись. Все правильно сделала. Слишком долго терпела». Она положила трубку. Тишина в квартире перестала быть мертвой. Она стала звенящей, полной ожидания. Воспоминания нахлынули. Это было медленное отравление. Сначала отдаление, потом частые совещания, потом пренебрежение. «Что ты понимаешь? Сиди на своей кухне». Она сидела, варила борщи, гладила рубашки, прощала, верила. А потом появилась та, молодая, яркая, хищная. От него пахло чужими духами, в карманах находились чеки из ресторанов. Он тратил много денег, а когда спрашивали, кричал. Она стала тенью, удобным приложением к его благополучию, и в один день увидела в телефоне переписку. «Ты не представляешь, как она меня достала, обрюзгшая клуша. Жду не дождусь, когда свалю от этой дуры». Тогда в ней что-то щелкнуло, терпение лопнуло и превратилось в сталь. Она пошла к Михаилу Степановичу, показала все. Старик прошипел. «Дурак, на тебе все держалось, Марина. Молодец, что пришла. Слушай сюда». И они начали готовиться. Тихо, методично. Собрали документы на ее имя, подготовили иск. Ждали только последнего шага, его публичного оскорбительного ухода. И он ушел, как крыса, и прислал этот плевок. Телефон завибрировал, незнакомый номер. Она представила его растерянное лицо в аэропорту. Счета заблокированы. Михаил Степанович с притворной грустью сообщил о переоформлении фирмы на жену для спасения от банкротства. Она отклонила вызов. Пусть помучается. В прихожей она открыла шкаф. Его половина пуста. Все, что считал своим, забрал. Остались только старые вещи, призраки прошлого. Она вытащила большой мусорный пакет и методично скинула туда все. Старую одежду, изношенные туфли, потертый ремень. Каждая брошенная вещь отзывалась глухим довольством. Пакет завязала и отодвинула ногой в угол. В гостиной солнце играло на стекле серванта, где стояли их общие фотографии. Молодые, счастливые. Она открыла сервант, взяла рамку. Они на море, он обнимает ее за плечи. Она не стала разбивать стекло, просто вынула фото, аккуратно разорвала пополам. Его половину в мусор, свою следом. Прошлое мертво. Снова звонок. Снова он. Она снова отклонила. Ей нужно думать о будущем. Она прошла в его кабинет, комнату, куда ей вход был заказан. Захламлено бумагами, пахло пылью, сигарами и его одеколоном. Открыла окно. Свежий воздух смел запах лужи. Села за его массивный стол, провела рукой по полировке. Теперь это ее стол, ее кабинет, ее фирма. Взяла его ежедневник, подарок той самой Леночке. На первой странице был вклеен ее снимок, наглое, вызывающее. Марина вырвала фото, смяла и выбросила. Нашла запись о завтрашней встрече с крупным клиентом, которого сама когда-то привела. Достала телефон. «Артём, здравствуйте, это Марина». «Марина, давно не слышали». «Завтрашняя встреча с мужем отменяется. Все вопросы теперь только ко мне. Сергей покинул компанию и семью.
Я единоличная владелица. Честно говоря, я только рад. С ним стало невозможно работать. Договоренность была с вами. Спасибо. До завтра. Первый шаг сделан. К ней возвращалась та сила, что была до замужества. Зазвонил телефон. Дочь Алена, голос сдавлен от слез. «Мама, папа звонил. Сказал, ты его разорила, украла бизнес, выгнала на улицу». «Успокойся». Он лгал, как все последние годы. Он улетел с любовницей, пытался вывести деньги, а я успела раньше. С кем? С той самой Леной, секретаршей. Да как он посмел? Я ему позвоню. Не надо, дочка. Он уже все получил. У него нет денег, только долги и пассия, которая скоро сбежит. Лучше приезжай, поможешь выбросить его хлам. Я уже выезжаю, держись. Марина положила трубку. Слезы облегчения навернулись на глаза. Дочь на ее стороне. Она вышла из кабинета, прошла в спальню, достала из шкафа свой старый дорогой костюм. Мужу не нравилось, когда она выглядит деловой. Надела его. Костюм висел чуть свободно. Она похудела, но глаза горели. Раздался звонок в дверь. Алена. Марина пошла открывать, с каждым шагом выпрямляя спину. Аэропорт тонул в шуме и голосах. Он стоял у стойки проката. Карта не проходила. Михаил Степанович, сокрушенно вздыхая, вещал о долгах и смене руководства. Марина Игоревна. Он никогда не думал о ней в таких терминах. Рядом капризно надула губы Лена. «Ну сколько можно? Где вилла? Машина?» «Замолчи, идиотка!» Она отшатнулась с обиженными слезами. Он набрал дочь. Услышал ледяное. «Не звони сюда больше. Ты предал маму. Ты нам не отец». Короткие гудки. Он попытался набрать Марину. Заблокирован. Лена выхватила телефон, зашипела. «Ты ей еще звонишь?» А потом в ее глазах он с ужасом увидел то же презрение, которое сам испытывал к жене. «Если за час не придумаешь», – процедила она, – «позвоню маме. Она пришлет денег на билет». Марина и Алена закончили уборку. Пакеты с его вещами стояли в коридоре. Комната стала светлее. «Мам, ты не жалеешь?» «Нет. Жалею только, что не сделала этого раньше, что позволяло унижать себя. Терпение, не добродетель, а трусость». Они пили чай на кухне, говорили о будущем, ее учебе, новых проектах, поездках вдвоем, без оглядки на него. Вечером Алена уехала. Марина осталась одна, но одиночество было не пугающим, а умиротворяющим. Она листала старый фотоальбом, школьные снимки, институт, молодость. Смеющаяся, уверенная, полная надежд. Таким оно и должно остаться. Она закрыла альбом, подошла к окну. Где-то метался в панике человек, думавший, что сломал ее жизнь. А она стояла здесь и чувствовала, ее жизнь только начинается. На следующее утро Марина проснулась с ощущением глубокого покоя. Сделала зарядку, забытую привычку, которую он высмеивал. Пока варился кофе, проверила почту. Михаил Степанович прислал документы. Она распечатала, подписала, твердо и уверенно. Курьер принес новые карты на ее имя. Марина Игоревна. Теперь это звучало как титул. Позвонил Артем, обсудили сделку, его тон был уважительным. Днем она пошла в салон, сделала стрижку, но седину красить не стала. Пусть остается, это ее история. Вечером надела новый костюм, заказала в ресторане свое любимое блюдо, которое он терпеть не мог, и бокал вина. Сидела у окна и не чувствовала себя одинокой. Дома увидела пропущенное от него, стерла уведомление и навсегда заблокировала номер. Приняла душ, надела мягкий халат, села в кресло у окна с книгой, которую давно откладывала. Завтра юрист, встреча с Артемом, просмотр новой квартиры-студии в Светлом районе. Начать с чистого листа. Перед сном она подошла к окну. Город затихал, но его огни горели ровно, как теперь горел ее внутренний свет. Он не погас в огне предательства. Он закалился и стал ярче. Она выключила свет и легла в свою постель. Всю кровать теперь занимала только она. И впервые за долгие-долгие годы, засыпая, она улыбалась.